Многомиллиардный кремлевский транш под БелАЭС так и не стал залогом энергетического суверенитета нелегитимного. Более того, зависимость от подачек российского диктатора только возросла. Яркий тому пример — текущая ситуация в стране, когда в условиях нехватки собственной электроэнергии Минэнерго закупает ее у восточного соседа. О такой ситуации сообщили в российской компании «Интеррао», отмечая, что крупные поставки в Беларусь идут еще с августа. А за текущий месяц режим планирует закупить примерно 300 миллионов киловатт. При этом в профильном ведомстве в таких тратах винят простых белорусов. Дескать, те увеличили объем потребления электричества из-за прихода холодов, а импорт российской энергии обеспечил надежность электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. К слову, именно такая функция была возложена на островецкого ядерного монстра, который с ней так и не справился. В совокупности БелАЭС не проработала и года, чуть ли не ежемесячно отключаясь из-за плановых поломок, а с июля и вовсе перестала подавать признаки жизни. По официальной версии причиной тому стал вышедший из строя турбогенератор. Интересно, что в планах Лукашенко было не только обеспечить дешевым электричеством всю страну, но и обогатиться, поставляя энергию станции на импорт. И обе эти мечты разбились о суровую реальность. Запад отказался закупать электричество потенциально опасной АЭС, которая строилась с многочисленными нарушениями. А чтобы использовать ее для внутренних потребностей в инфраструктуру страны, придется вложить еще много путинских миллиардов. Судя по всему, кремлевского лидера такая ситуация вполне устраивает, ведь пока младший диктатор сидит на кредитной игле, он будет безропотно подписывать любые дорожные карты. И все это приведет к одному закономерному итогу. Все, кино не будет. Электричество кончилось. С этого учебного года белорусских школьников начнут муштровать православными догматами и свойствами крещенской воды. Такое нововведение внедрило Министерство образования, утвердившее на днях программу факультатива «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» для 5 и 6 классов общеобразовательных учреждений. Курс рассчитан на 35 учебных часов, занятия будут проводиться ежедневно. Описание программы непрозрачно намекает на то, что в скором будущем обычные школы, где дети получают базовые знания по предметам, которые помогут им в дальнейшем выбрать свой карьерный путь, могут превратиться в церковно-приходские заведения. А оттуда путь только один – в ядерные батюшки. Судите сами, чисто технический курс включает два направления – духовное и патриотическое. При этом в нем совершенно игнорируется религиозное разнообразие, а патриотическая часть едва ли имеет что-то общее с любовью к родине и уходит в совершенно глухие дебри мракобесия. Так, например, в программе есть раздел «Патриотизм», молитва о церкви и о богохранимой стране, о властях Отечества, о воинстве его защищающем. Вероятно, на соответствующем занятии перед детьми поставят портреты богоизбранного самодержца и всего его святого семейства, включая светлоликого шпица Умку, и на полном серьезе заставят читать псалмы за их здравие и вечное царствие. А возможно, что и научат бить челом перед ОМОНом и ходить в милицию как на исповедь, чтобы закладывать своих друзей за ПЧБ носки. Примечательно, что факультатив также предполагает некое правовое просвещение, правда, в весьма неожиданном для 21 века формате. Информация о Конституции тут переплетается с библейскими заповедями, а законопочитание подается как христианская добродетель. Впрочем, у самых пытливых школьников может возникнуть немало вопросов по теме таких занятий. К примеру, помогла ли диктатору отмыться от преступлений против человечества святая крещенская вода? Или насколько богоугодно бросать за решетку невиновных людей? Но, увы, маловероятно, что школьникам позволят их озвучить, ведь отдельные занятия будут посвящены кротости, послушанию и почитанию. Очевидно, что только лекторат с такими качествами, безмолвные покорные терпилы, может стать гарантией выживаемости Лукашенко и его преемников. Президент, занимавший свой пост 27 лет, наконец уходит на покой. Увы, не тот, о ком хотелось бы подумать. Речь идет о главе Международной федерации хоккея Рене Фазели, который умудрился завершить свою долгую карьеру, ввязавшись в очень некрасивую историю. Напомним, что в январе текущего года хоккейный функционер посетил Беларусь, чтобы принять решение о проведении чемпионата мира. Во время визита Фазель встретился с нелегитимным, который тут же заключил его в свои крепкие хозяйские объятия. Впрочем, иностранного гостя такая нежность ничуть не смутила. Это сыграло с ним злую шутку. После скандального визита чемпионат все же отменили, а к президенту хоккейной федерации возникло много вопросов. Главный из которых – что это было? Обнимашки с диктатором были восприняты международной общественностью как поощрение политики, направленной на подавление любого инакомыслия путем пыток и репрессий. Однако стоит отдать должное Фазелю, пусть слишком поздно, но все же он решился признать, что этот поступок стал самой большой ошибкой в его карьере. Об этом он рассказал
швейцарскому изданию «Блик», оправдываясь тем, что действовал из лучших побуждений, надеялся убедить Лукашенко с помощью чемпионата подать сигнал миру и своим политическим оппонентам о готовности пойти на переговоры. Бывший президент также отметил, что реакция на объятия оказалась настолько жесткой, что после той роковой встречи ему пришлось на несколько дней скрыться. Что ж, как говорится, первый пошел, второй на очереди. Польша обвинила Беларусь и Россию в организованной акции, направленной на дестабилизацию ЕС. В связи с этим на помощь польским пограничникам отправят еще 500 военнослужащих и 8 единиц военной техники, которые помогут укрепить границу от наплыва нелегалов. Напомню, что ранее Варшава уже отправляла на границу 2000 военнослужащих, однако мигранты все равно продолжают проникать на территорию страны. Только за август их число достигло 3500 человек, а в этом месяце уже всех 4000. Эта ситуация сильно настораживает польские власти, поэтому введенное ранее чрезвычайное положение на границе с Беларусью планируют продлить еще на месяц. В свою очередь Лукашенко, продолжающийся массовый наплыв мигрантов в ЕС, прокомментировал тем, что после санкций Запада у него больше нет ни денег, ни сил сдерживать поток нелегалов. Однако подобные уловки нелегитимного не только не помогут в борьбе с санкциями, наоборот, только усугубят ситуацию. Уже стало известно о том, что новые санкции ЕС и США затронут как минимум 5 белорусских банков, а также деревообрабатывающую промышленность и Белтелеком. И немного о том, какие в нашей стране невероятные белорусы, которые помогают друг другу в столь непростых политических условиях. Ранее мы рассказывали вам о политзаключенной Ларисе Танкашкур, которая работала в почтальонкой в Минске и передавала признанному в Беларуси экстремистским телеграм-каналу «Лебяжий 97%» личные данные сотрудников органов внутренних дел, которые она брала с картотеки подписчиков издания МВД на страже. За это женщину осудили на 3 месяца по уголовной статье «Незаконные сборы и распространение сведений о частной жизни». Сейчас Лариса находится в Барановичском арестном доме. Уже 30 сентября она должна выйти на свободу, где ее ждет приятный сюрприз. Дело в том, что после ареста у женщины забрали телефон, а позже его выставили на продажу в магазине конфиската. Человек, купивший девайс, решил узнать его историю и позвонил по номеру из справочника. Оказалось, что телефон принадлежит политзаключенной. После такой информации мужчина решил вернуть его законному владельцу без каких-либо условий. По словам родственников Ларисы Танкашкур, телефон уже дома и ждет свою хозяйку. А мы напоминаем вам, что в Беларуси официально признанных политзаключенных уже 673 человека. Однако тех, кто незаконно удерживается за решеткой, намного больше. Поэтому не забывайте писать им письма. Это наименьшее, что мы можем сейчас для них сделать. Все сведения о политзаключенных вы найдете на сайте правозащитного центра «Весна». Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Друзья, сегодня в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв смотрите первый выпуск ток-шоу «Вброс-опрос» с моим коллегой Андреем Микрюковым. В прямом эфире нашей гостьей будет блогер Татьяна Мартынова. Подключайтесь и задавайте ей свои вопросы. Разговор обещает быть очень интересным. Я же прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!